Здорово, народ! Сегодня в этом видео я хочу рассказать вам о том, как я восстанавливаюсь после тренировок, что такое перкуссионный массажер и почему им пользуются все профессиональные спортсмены. Поехали! Если вы внимательно следите за моими соцсетями, то наверняка вы уже видели вот этот вот замечательный аппарат от компании Hyperrise. Модель называется Hypervolt Plus, и с помощью него вы можете фактически любую часть своего тела промассировать самостоятельно, как дома, так и на выезде. Так как данное устройство портативное, способно работать до 2,5 часов от одного заряда. Если вы внимательно следите за НБА, то во время игр в пузыре вы наверняка могли видеть у некоторых игроков, которые сидели на скамейке запасных, данные массажеры. Несколько раз мне на глаза попадались моменты, когда игроки на скамейке запасных сидели и массировали себе мышцы данным аппаратом. Ну а теперь давайте поговорим обо всем по порядку. Для большинства профессиональных спортсменов массаж является неотъемлемой частью тренировочного процесса, так как это один из способов снятия постболевых синдромов после тренировок, называемых крепатурой. Когда я профессионально занимался легкой атлетикой, у нас был обязательный еженедельный прием у спортивного массажиста. Это делалось с той целью, что над нами не было ежедневного контроля, и вполне возможно, кроме основных тренировок, которые у нас были там, мы могли чем-то еще заниматься, некачественно восстанавливаться, и вследствие чего получать какие-то микротравмы, которые могли привести к чему-то более серьезному, и спортсмен мог на длительный промежуток времени просто выпасть из тренировочного процесса. И именно для этого нам необходимо было посещать массажиста. Также во время массажа иногда находились триггерные точки, которые не ощущались во время тренировочного процесса, но при этом было невозможно терпеть даже минимальное надавливание на спазмированную мышцу. И именно поэтому, чем выше уровень атлета, тем больше времени необходимо уделять своему здоровью. Не так важен тренировочный процесс, как качественное восстановление, так как без этого вы не сможете полноценно прогрессировать. Если вы еще совсем молодой спортсмен и никогда не сталкивались со спазмированными мышцами или триггерными точками, то это не значит, что у вас их нет. Вполне возможно, вы просто их еще не заметили. Конечно, большинство этих проблем появляется из-за того, что мы недостаточное количество времени уделяем растяжке, заминке после тренировки, мы неправильно восстанавливаемся, большая часть из нас занимается не только спортом, но еще и вынуждена ходить на работу. И в связи с этим вы очень сильно ограничены тем, что вы много сидите, мало имеете свободного времени для того, чтобы просто заниматься элементарной разминкой, заминкой, растяжкой по утрам. И именно данные рамки вынуждают нас много тренироваться и мало уделять времени своему здоровью, вследствие чего мы тратим огромное количество времени и денег впоследствии на то, чтобы исправить все те ошибки, которым мы просто не уделили достаточное внимание в тот момент, когда могли это сделать. Это же касается и атлетов, занимающихся на высоком уровне. Не обязательно финансовых моментов. Но представьте себе, если в случае какой-то микротравмы вы вынуждены будете отказаться от тренировочного процесса на 1,5, 2 или 3 месяца. Особенно если вы занимаетесь не командным, а индивидуальным видом спорта, в котором месяц простоя может существенно сказаться на том, что ваши соперники или конкуренты уйдут значительно вперед, а вы потратите месяц на то, чтобы восстановиться после травмы, еще месяц, чтобы вернуть форму и продолжить тренироваться, как тренировались ранее. И именно для этого были созданы перкуссионные массажеры. При этом данные аппараты совсем недавно начали захватывать российский рынок, но за рубежом они продаются уже очень давно. Думаю, ни для кого не секрет, что НБА и американский футбол бегут впереди планеты всей именно в плане реабилитации и восстановления своих спортсменов. Многие СМИ пишут о том, что Леброн Джеймс тратит более $1,5 миллиона на то, чтобы поддерживать себя в форме. Ты на массаж пришел? 500 рублей. Давай, помассируем тебя. А деньги? Ну и собственно, зачем нужен перкуссионный массажер? Три основных его функции – это купирование болевых ощущений, восстановление мышц и профилактика крепатуры и проработка триггерных точек или спазмированных участков мышц. Также спазмированные точки делятся на несколько подтипов, однако наиболее важно понимать следующее. Триггерные точки бывают активные, в этом случае они отдаются острой болью, и латентными. Такие триггерные точки могут не давать о себе знать, а выявляться чаще всего путем пальпации или надавливания. Проблема с необнаружением таких точек чревата тем, что мышца, находящаяся долгое время в зажатом состоянии, может быть выключена из двигательного процесса, что ведет к ее атрофии. У меня на тесте была модель Hypervolt Plus от компании Hyperrise, и за эти несколько месяцев тестов я могу сказать, что это однозначно обязательная штука, а особенно в моем случае. И связано это как раз таки с тем, о чем я говорил ранее. У меня просто не хватает времени на то, чтобы качественно восстанавливаться. И с помощью него
после большинства своих тренировок я очень хорошо снимаю большинство симптомов в руках и ногах. В принципе, я уже рассказал, что это за штука и зачем она нужна, и теперь хочу более подробно рассказать о ее комплектации и возможностях. В комплект массажера у нас входит 5 насадок для точного воздействия на проблемные области. Вилка, которая позволит точно воздействовать на трапециевидные мышцы, ахилловые сухожилия и квадрицепсы. Пулевидная, которая оказывает ювелирное воздействие на триггерные точки и идеально подходит для работы со стопами, зоной головы и шеи и икроножными мышцами. Диск устранит напряжение в крупных мышечных группах, ногах, спине и груди. Подушка, самая мягкая насадка для деликатного воздействия, подойдет для новичков и чувствительных пользователей. И сфера. Это универсальная насадка, которая позволит проработать как малые, так и крупные мышечные группы. И это моя самая любимая насадка, так как я ей пользовался более 90% времени за эти несколько месяцев тестирования относительно всех остальных насадок. Также преимуществом данной модели является его портативность. Вы без проблем можете использовать его в любом месте, будь то фитнес-зал, офис, отель или уличная площадка. Я заказал его сразу же с кейсом, к сожалению, в комплект поставки он не входит, то есть его необходимо приобретать отдельно, потому что не все будут использовать его на выезде где-то. Вполне возможно, если вы приобретаете его для домашнего использования, то кейс вам не понадобится. Я же все-таки действительно использую его на мероприятиях, то есть вот мы совсем недавно ездили на соревнования, я также его с собой брал и использовал там. Единственный момент, мы буквально недавно играли в пляжный волейбол, я также его с собой взял, но когда мы туда пришли, я понял, что данным аппаратом в месте, где есть песок, лучше всего не пользоваться, так как у него сверху имеются открытые места и вполне возможно, если туда попадет песок, то аппарат очень быстро выйдет из строя. И это будет уже не гарантийный случай. Поэтому, если вы занимаетесь пляжным волейболом и планировали использовать его на площадках, обязательно учитывайте этот момент. Следите за тем, чтобы песок ни в коем случае не попадал внутрь. Также в комплект поставки входит один аккумулятор, но при желании вы можете докупить еще один. У меня не получилось измерить его точное время работы, я несколько раз делал себе полноценный массаж по 40 минут, и мне хватило его на 4 раза, еще оставался заряд, и, собственно, я уже понимаю, что он садится, я ставил его снова на зарядку. Также у производителя указано, что если вы данным массажером занимаетесь более 1 часа, то необходимо ему дать после этого передохнуть порядка 20-30 минут, чтобы двигатель, видимо, остыл. Поэтому мне особо не хотелось ставить его на таймлапс, включать и смотреть, сколько он отпашет. То есть я примерно могу прикинуть, что на полноценные 4 сеанса самомассажа его вполне себе хватит. Учитывая то, что это портативная вещь, этого более чем достаточно, нет смысла, увеличивая его вес, делать более его автономным. То есть если вам действительно нужно будет куда-то из дома уехать на столь продолжительный период времени, что у вас не будет возможности его подзарядить, то в таком случае, конечно, можете купить себе еще один аккумулятор и вполне возможно целую неделю заниматься самомассажем где-то на выезде, где нет возможности его зарядить. Но учитывая те обстоятельства, что совсем недавно я был на соревнованиях, у меня была возможность его взять с собой и использовать. Также там была розетка, то есть я вполне мог, даже если бы я забыл его зарядить дома, прикурить его там немного и продолжить заниматься массажем. Как мне кажется, это абсолютно не проблема, время его автономной работы более чем достаточно для комфортного использования. На нижней стороне аккумулятора присутствует тумблер включения, то есть вы полностью защищены от случайного включения данного массажера в вашей сумке. После включения данного тумблера на ручке аккумулятора вы увидите свечение, цвет которого зависит от текущего состояния аккумулятора. Зеленый полностью заряжен, желтый наполовину, красный аккумулятор близок к разрядке. На задней стороне массажера мы с вами можем наблюдать 3 ряда индикаций. Верхний показывает текущий уровень мощности, средние белые лампочки оповещают нас об уровне надавливания. Общий вес массажера с аккумулятором составляет порядка килограмма 300 грамм. Благодаря этому он не ощущается каким-то массивным, и во время массажа он не отскакивает в случае сильного надавливания. То есть если бы его вес был бы в 2 раза меньше с текущей мощностью, которая у него есть, то, скорее всего, приходилось бы намного больше сопротивления создавать той рукой, которую бы вы массировали, для того, чтобы удержать его на месте. Здесь же вес как раз-таки является очень комфортным, я думаю, это наработки не 1 года, и исходя именно из этого был правильно подобран вес данного аппарата. Все 5 насадок, входящие в этот комплект, с легкостью вставляются и достаются. Единственным исключением является насадка в виде вилки, так как на ней есть специальная сечка для того, чтобы вы ее вставили в соответствии с пазом на самом массажере, для того, чтобы во время массажа вилка не проворачивалась влево-вправо и вы могли качественно проработать все свои проблемные зоны. Перед тем, как начать записывать разговорную часть данного обзора, я решил найти в интернете, сколько же стоит сеанс массажа перкуссионным массажером. Я просто знаю, что у нас в Екатеринбурге есть такие услуги, то есть можно сходить к реабилитологу, это является одной из частей реабилитации, и можно конкретно прийти именно на данный аппарат, то есть помимо таких услуг, как обычный массаж или физиотерапия, есть еще массаж именно этим аппаратом.
И в Екатеринбурге порядок цен я нашел там от 1200 до 1500, в Москве от 1800 до 2500. То есть массаж данным аппаратом в среднем может занимать порядка 1500 рублей у специалиста. И в целом, исходя из данной ценовой политики, можно понимать, что данный аппарат довольно-таки востребован. У нас в Екатеринбурге есть один реабилитолог, который занимается реабилитацией профессиональных спортсменов, выступающих на высоком уровне, то есть это Уралочка, УГМК, футбольный клуб Урал и так далее. То есть у него как раз-таки точно такой же аппарат. Я могу вам дать его контакты, и вы можете сходить к нему на пробный сеанс. В принципе, он специалист широкого спектра и работает в одном из самых передовых медицинских центров в нашей области. Насколько я знаю, к нему на реабилитацию приезжают люди даже с Москвы. Поэтому, если так получилось, что вам необходима реабилитация после какой-либо травмы, то смело можете обращаться к нему. Ну а для того, чтобы получить его контакты, напишите мне в личные сообщения. Данный аппарат приобретался на официальном сайте hyperice.ru. Ссылочку на него вы найдете в описании. Также внизу под этим видео я оставлю всю информацию о данном массажере, иначе видео получится слишком длинным. И если вы уже задумывались о приобретении подобного аппарата и у вас остались какие-то вопросы, то смело можете их мне написать либо в группу в ВК, либо в Инстаграм, и я без проблем на них отвечу. Так как я давно уже пользуюсь данным аппаратом и в принципе у меня есть опыт использования перкуссионных массажеров. И теперь немного информации по поводу этой реклама или не реклама. Я сам лично обратился в компанию Hyperice для того, чтобы мне предоставили данный перкуссионный массажер на обзор. Я прекрасно знаком с тем, что это такое, для чего он нужен. Ранее я уже не раз сталкивался, но, к сожалению, у меня не было возможности именно данный аппарат использовать в личном пользовании. То есть я видел прекрасно, знаю, как это работает, знаю людей, у кого это есть, но в личном пользовании у меня не было и не было возможности полноценно там в течение 2 недель после каждой тренировки сидеть и массировать себе им руки, ноги для того, чтобы понять, каким образом он вообще действует именно на меня. Были китайские модели, с которыми я сталкивался за 5-7 тысяч рублей. И именно про Hyperice я хочу сказать, что данный массажер это, наверное, как iPhone в мире всех перкуссионных массажеров. То есть он настолько качественный, что с ним, в принципе, наверное, мало что можно сравнить. Одним из главных показателей для меня является то, что все реабилитологи, на которых я подписан в Instagram, пользуются именно аппаратами данной фирмы. Единственное, что они отличаются моделями. У меня Hypervolt Plus. В данный момент на сайте, насколько я понимаю, можно приобрести только Hypervolt Bluetooth. Это та же самая версия, но у нее уже есть Bluetooth, и с помощью него вы можете подключиться к специальному приложению, которое вы можете скачать на свой телефон. И после синхронизации вы сможете составить для себя индивидуальную программу массажа, опираясь на данные из Apple Health или Strava. Также он подскажет вам, какую насадку лучше всего использовать для какой группы мышц, определить продолжительность массажа, укажет, каким мышечным зонам стоит уделить особое внимание и скорректирует мощность воздействия Hypervolt. Каждая программа восстановления Hyperice составлена при участии лучших мировых атлетов, тренеров и физиотерапевтов. В данный момент Hyperice является официальным партнером в области восстановления НБА, UFC, футбольного клуба Тоттенхэм. И как мне кажется, к одному из плюсов его использования можно отнести экономию денежных средств. Особенно сейчас, в условиях пандемии, у вас нет потребности ходить каждый раз на сеансы массажа. Вы вполне себе можете спокойно заниматься самомассажем. Единственное, что у меня, допустим, вот есть проблемы с тем, чтобы прорабатывать себе заднюю часть, то есть спину им не так удобно прорабатывать, особенно если вы один. Если у вас есть возможность попросить кого-то из напарников по команде или, может быть, из сожителей, то в данном случае вы сможете себе проработать абсолютно все данным массажером. Но мне в первую очередь он нужен был именно для того, чтобы прорабатывать руки, ноги и трапеции. Это вот основные части, которые у меня вечно забиваются в связи с тем, что я просто не успеваю качественно восстанавливаться и очень много тренируюсь. Если же говорить за массаж спины, то тут я лучше 1-2 раза в месяц схожу к специальному массажисту для того, чтобы мне сделали качественный массаж спины. Но сейчас как раз таки в условиях пандемии я максимально снизил вообще лишние посещения каких-либо мест, где бывают другие люди, и, собственно, занимаюсь самомассажем дома. И еще одним очень важным моментом для многих людей бывает это шум перкуссионных массажеров. Если у вас ранее был опыт и вы слышали, насколько громко они работают, то здесь хотелось бы сказать, используется настолько тихий двигатель, что в момент, когда я занимаюсь массажем, я очень часто разговариваю со своей мамой по телефону, и она даже не слышит того, что в данный момент у меня работает массажер. На официальном сайте Hyperice представлены 2 звуковых примера того, как работает Hypervolt и перкуссионные массажеры сторонних производителей. И сейчас специально для вас я их продемонстрирую. Исходя из личных наблюдений, как мне кажется, Hypervolt в данном случае был записан либо очень далеко от микрофона, либо на первой скорости, так как она действительно тихая и
99% времени того, что я пользовался данным аппаратом, я пользовался именно на первой скорости. К сожалению, все остальные для меня и моего объема мышечной массы, ну, они слишком сильные. То есть, если вы будете иметь рост 180, как я, и при этом ваш вес будет более, наверное, 100 килограмм, то, конечно же, вам необходимо будет использовать вторую или третью скорости. Я более чем уверен, если вы будете им пользоваться, то вы будете пользоваться почти всегда именно на первой скорости. И первая скорость здесь не мешает не то, чтобы разговаривать рядом, даже разговаривать по телефону. То есть во время массажа ног я без проблем общался по гарнитуре телефона с другими людьми. И это абсолютно никак не мешало разговору ни мне в данном случае, я их прекрасно слышал, и также они не слышали шум массажера. Если же рассматривать какие-то китайские аналоги, то там шум примерно сопоставим с лобзиком. Если вы слышали, как работает лобзик, то вы должны прекрасно понимать. То есть рядом с ним просто невозможно находиться, настолько громко они работают. Ну и подводя итог, данным аппаратом я максимально доволен, то есть это не то устройство, которое мне прислали на обзор, я попользовался, после этого оно уезжает на полку. Нет, я им буду пользоваться регулярно и пользуюсь в данный момент. То есть я периодически захватываю с собой на тренировки, если есть возможность, я понимаю, что у меня есть окно, и я приеду сильно раньше на тренировку, то я перед тренировкой разминаюсь им. В принципе, в одном из волейбольных видео вы даже это видели. Я специально ношу его на тренировки и даже стараюсь приехать пораньше для того, чтобы более качественно размяться, размять свои мышцы, связки, и после этого на игре себя ощущать намного лучше. Также у компании Hyperice есть и другие интересные массажеры, предназначенные для использования на плече, ногах или спине. К сожалению, лично я не знаком с данными аппаратами. Но что самое интересное, сейчас во время перерыва в НБА очень большое количество игроков попадались в объективы фотоаппаратов с данными тренажерами. И все они пользовались аппаратами именно Hyperice. Лично для меня это о многом говорит. Ну и стоит ли приобретать данный аппарат, конечно же, дело каждого. Настоятельно рекомендую избегать китайские аналоги данного устройства, так как вы получите аппарат визуально схожий, но по функционалу он будет просто с ним несопоставим. Всю полезную информацию я оставлю в описании под этим видео. Если у вас остались какие-то вопросы, также можете задавать их там, либо писать мне напрямую в Instagram или в группу ВКонтакте. Ссылки вы также найдете внизу. Ну и как всегда по традиции, надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это действительно так, то не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если все еще не подписаны. Меня зовут Егор Пупынин. Всем удачи. Пока.